Всем привет! С вами канал Salsa Gamer, канал об анонсах игр, игровых гайдах и немного музыки и танцев. Сегодня мы вам расскажем об игровом проекте в категории AAA от Square Enix, которая решила побороться с гигантами игровой индустрии в категории высокобюджетных игр. В материале использованы статьи с сайта разработчика, интервью актрисы Эллы Болинска, сыгравшая Фрей, и голоса говорящего браслета CAF Джонатана Кейка, а также материалы с Reddit и инсайдерские. Ключ на старт. Поехали! Forspoken — это приключенческий экшен от третьего лица в фэнтезийном мире. Занимается разработкой японская студия Luminous Production. Это внутреннее подразделение Square Enix, организованное в марте 2018 года из ветеранов студии для создания игр категории трешки А. У него есть и еще одна задача — показать, что собственный игровой движок Square Enix Luminous конкурентоспособный с Unreal Engine и пригоден для создания красивых игр. Forspoken должна всем показать, насколько обширны возможности данного движка. Первые кадры игры были показаны еще при презентации возможностей PS5, где мы видели странную девушку в одежде мага с браслетом на руке и в кроссовках. Она резво прыгала по камням и бегала среди красивых пейзажей. И это будет первый эксклюзив Sony для PS5. Ибо мощности PS4 не хватает для запуска столь невероятно красивой игры. Сюжет Forspoken довольно прост. Мы будем играть за юную девушку-мулатку Фрей. Ей не очень ведет в родном городе, и она со своим милым котом Гомером перебирается жить в Нью-Йорк и останавливается в дешевой гостинице. Она выходит полюбоваться видами на балкон, и тут ее утягивает в другой мир. У нее появляется на руке браслет, который начинает с ней разговаривать. Фрей узнает, что очутилась в стране под названием Атия, которая была красивой и процветающей, а теперь ее поглощает смертоносный туман. Он опустошает землю, превращает зверей в чудовищ, а людей в кровожадных демонов и монстров. Атия правит волшебницы Танты. Когда-то это были могущественные правители, под правлением которых процветала Атия, теперь же в их сердцах появилась тьма. Они враждуют между собой и не могут дать отпор всепоглощающему туману. На Фрей туман не действует, и по этой причине ее сначала примут за порождение тумана, а потом за внезапно обретенного спасителя. Танты откажутся помогать главной героине и отправить ее домой. Ведь все, что хочет Фрей, по-тихому свалить обратно в Нью-Йорк. Но местные жители, давя на низкую самооценку и жалость, все-таки уговаривают Фрей помочь им. Нет. На Reddit бродят слухи, что Атия будет символизировать внутренний мир самой Фрей. Танты — это черты ее характера, мешающие ее самореализации. Туман — это внешние неудачи, мешающие ей жить. А сама героиня все это время будет то ли спать, то ли тяжело болеет. Но это все догадки уровня «я где-то что-то слышал». Фрей придется отправиться в самую гущу тумана, а первыми под раздачу попадут те самые Танты и их королевство. Всего по скриншотам и роликам насчитать получилось 4 Танты, может их будет и больше. И теперь им придется рассказать Фрей все, что знают. В крайней мере, других боссов, кроме Танты, Силы и Дракона, пока не показали. Боевым оружием у Фрей будет ее браслет, с помощью которого она будет творить заклинания. Замечены заклинания, которые наносят урон на расстояние, они похожи на сгустки энергии или мелкие и крупные осколки. Заклинания, наносящие урон по местности, защитные заклинания, которые возникают в виде магического щита и блокируют урон, а также заклинания, которые представляют собой магическое оружие. Среди стихий замечены огонь, вода, а также возможность замораживать противников. Противники представлены людьми, троллями, гоблинами, вурдалаками, орлами и драконом. В толпе они терпеливо ждут своей очереди, пока Фрей разберется с одним из них.
Все вокруг взрывается, сверкает снопами магии, огнем, водой и холодом. Все невероятно красиво и эпично. Смотрится, словно на экране оживает дорогой блокбастер. По мере продвижения по туману Фрей будет овладевать все новыми заклинаниями. Также у игрока будут возможности для кастомизации. Игрок может поменять плащ, подвеску на шее и даже форму ноготочков. Позже идут благовония, но их назначение неизвестно. RPG-элементы в игре не заявлены. Буквально во время записи аудиодорожки разработчики выкатили ролик, где показали игровой процесс, и в нем засветилось обширное древо прокачки. И поскольку это будет только одиночный проект, увидеть всю эту красоту можете только вы. Передвигаться по миру Фрей будет с помощью паркура по крышам, а также с помощью браслета, который будет превращаться в резинку от трусов и притягивать туда, куда нужно. К тому же можно наколдовать себе дельтаплан или доску для серфинга и скользить по волнам. В показанных роликах мир Атии смотрится очень красиво. Невероятной красоты каменный каньон, по которому скачет главная героиня. Осенний Нью-Йорк. Ее кот. Каменные постройки Атии и дворцы, лицевая анимация, все смотрится просто отлично. Но сможет ли продержаться вся эта красота на протяжении всей игры – большой вопрос. Если Sony выпускает этот проект как первый эксклюзив для пятой плойки, то он должен быть очень высокого качества. Но это по логике. Все видно будет на релизе. И самое главное, за игру на всех платформах просят 5719 рублей за стандартное издание. У вас все дома? А? Независимо, берете вы игру для компа, плойки или Xbox. 7489 рублей за Deluxe, в которое войдет мини-артбук, мини-саундтрек и 2 приквела к игре, которые выйдут через несколько месяцев после релиза. То есть после того, как вы пройдете всю игру, вы узнаете предысторию. Видимо, разрабы считают, что сюжет настолько хорош, что вы хотите узнать его предысторию. В интернете уже у народа бурлит. Такой ценник без региональной ценовой политики и без границы между платформами считают грабительским. Причем приводят довольно разумные доводы. Будь это ценник от крупной компании, которая делает много лет отличные игры, и это была бы, допустим, от Фромов или God of War, то особого межа не было. Это дебютный проект от студии, которая возникла относительно недавно и уже full прайс. Ой, как я очень это богатство люблю и уважаю. Это все, что известно о проекте на данный момент. Не забудьте прожать лайк и оформить подписку на канал, чтобы не потерять наш контент в море ютуба. Пока-пока и не бомбите по пустякам.